Привет, друзья! Сегодняшние события внезапно показывают, как несколько решений могут изменить баланс сил и в Вашингтоне, и в Европе. Дональд Трамп делает неожиданный шаг. Вместо долгожданной встречи с Владимиром Путиным резкое изменение курса и громкие заявления, которые уже обсуждают в мировых столицах. В то же время в Германии тревога в автопроме, крупнейший поставщик микрочипов сокращает поставки, а заводы готовятся к остановке. Брюссель вводит новые правила для водителей, впервые за десятилетия меняется сама система получения прав. И это еще не все. В Берлине обсуждают идею заставить цифровые платформы платить миллиарды евро, чтобы спасти журналистику и вернуть баланс между медиа и алгоритмами. А в промышленности назревает новый кризис. Металлурги предупреждают о сокращении, а профсоюзы требуют перемен. Все это складывается в такую единую картину, где политика, экономика и технологии переплетаются в один узел. Что именно стоит за решениями Дональда Трампа, чем грозит остановка немецких заводов и какие перемены ждут европейских водителей. Разберу по порядку, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить среди новостей последнего часа. Итак, американский президент Дональд Трамп неожиданно отменил намеченную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште и одновременно объявил о масштабных санкциях против крупнейших российских нефтяных компаний. Это решение – заметное изменение в политике Вашингтона. По словам министра финансов США Скотта Бессона, под действие санкций попадают концерны Роснефть и Лукойл, а также их дочерние предприятия. Эти меры направлены на сокращение государственных доходов и ограничение финансирования внешнеполитических программ. Трамп мотивировал свое решение следующими словами, цитата: «Я просто почувствовал, пора действовать». Он подчеркнул, что встречи ради встреч бесполезны, если они не ведут к результатам. Встреча с Путиным, объяснил президент, не способствовала продвижению в мирных переговорах, поэтому он предпочел ужесточить свой курс. Россия оперативно прокомментировала заявление Трампа. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предложенная Трампом новая линия переговоров не соответствует позиции России и действующим международным соглашениям. Тем временем Европейский Союз готов присоединиться к давлению. Лидеры стран-членов согласились на расширение санкционного пакета, включая полный запрет на импорт сжиженного природного газа из России с 2027 года. Такое сочетание отказа от диалога и введения экономических мер – сигнал. Американский курс меняется. Дональд Трамп направляет Москве четкий сигнал. Политика США будет твердой, если разногласия не будут урегулированы. И это только начало. Крупнейший поставщик авточипов Nexperia сократил поставки, и немецкие автозаводы буквально на грани остановки. Ситуация обострилась еще после того, как голландское правительство в сентябре приняло под контроль компанию Nexperia, принадлежащую китайской корпорации. Это решение вызвало резкую реакцию Пекина. Уже в начале октября была введена экспортная блокада на ключевые компоненты. В Берлине выразили свою обеспокоенность. Министерство экономики срочно созвало переговоры с представителями автопрома и электронных отраслей, чтобы оценить риски сбоев в цепочках поставок. Даже Volkswagen признает, хотя формально Nexperia не является прямым поставщиком его микросхемы, входит в компоненты, которые поставляются сторонние контрагенты. Фабрика в Вольфсбурге уже планирует временный простой на линиях Golf и Tiguan. Официально как часть инвестиционной операции, но с учетом возможных дефицитов деталей. Руководитель Ассоциации автопроизводителей Германии Хилькард Мюллер предупреждает, если сбои в поставках продолжатся, производственные линии могут встать едва ли не повсеместно. Другие отрасли, кстати, также на краю, от медицинской техники до машиностроения. Почти половина предприятий Европы, напомню, использует чипы Nexperia в важных своих узлах. Аналитики сравнивают нынешний кризис с глобальным дефицитом микросхем в пандемийные годы и предупреждают, альтернатива есть, но ее внедрение займет недели, если не месяцы. Это не просто какая-то экономическая или даже технологическая конкуренция, это проверка устойчивости системы, от которой зависят миллионы автомобилей и сотни тысяч рабочих мест. А теперь внимание, дальше начинается самое неожиданное. Новая эпоха в правилах дорожного движения начинается прямо сейчас. Власти Европейского Союза уже приняли фундаментальные изменения, которые перевернут представление о правах водителей. Согласно обновленной нормативной базе, до 2030 года будет введен единый цифровой водительский документ, действительно на всей территории Европейского Союза и доступный на смартфоне. Физическая карточка не исчезнет, она останется альтернативой цифровому варианту. Главное новшество – это крайние санкции за серьезное нарушение.
За такие проступки, как вождение, например, под алкоголем, смертельная авария или чрезвычайное превышение скорости, штрафы и запреты будут применяться во всех абсолютно странах Европейского Союза, независимо от того, где водитель получил права. Также вводится обязанность двухлетнего испытательного срока для новых водителей, а модель сопровождения вождения распространится на весь Союз. Еще одно изменение: водители грузовиков и автобусов смогут получить свои права уже в 18 лет вместо нынешних 21 и 24 соответственно. Учебный процесс может претерпеть также трансформацию. В автошколах серьезно усилят темы отвлечения за рулем, мертвые зоны и систему помощи. Уделят внимание также пешеходам, детям и велосипедистам. Касательно медицинских осмотров, обязательных проверок по достижении возраста 70 лет в новых правилах не будет, решение остается на усмотрение отдельных стран. Новые правила уже окончательно утверждены Европарламентом и теперь предоставлены странам-членам на реализацию. На это выделено ровно 3 года. Эти перемены вступают в силу на фоне амбициозной цели, как я сказал, к 2030 году снизить число погибших в ДТП вдвое. Это не просто реформа, это именно шаг к новой безопасности на дорогах всего Европейского Союза. А дальше еще интереснее. Германия готовится обязать крупнейшие цифровые платформы платить миллиарды евро, чтобы спасти медийный ландшафт. Министр культуры Вольфрам Вайер объявил о своих амбициозных планах ввести так называемый цифровой взнос уже в 2026 году. Цель – это вынудить такие большие корпорации, как Google, Meta, Amazon и TikTok внести справедливый вклад за использование медийного контента. Ваймер намерен представить ключевые принципы законопроекта уже парламенту в ноябре, а затем в начале 2026 года запустить законодательную процедуру. Поддержку ему оказал глава аппарата правительства Северного Рейна-Вестфалии Натанель Леминский, который считает, что речь идет о миллиардах, а не миллионах. Суть идеи – ввести не налог, а именно взнос, направленный на финансирование журналистики и творчества, чтобы деньги не утекали в бюджет, а прямо шли создателям контента. Это не просто борьба с нарушениями какими-то, это попытка остановить концепцию власти в руках абстрактных алгоритмов, заявил Ваймер, рассуждая о компании Google, которая, по его мнению, уже действует как медиа сама по себе, используя искусственный интеллект обзора вместо ссылок. Ожидая сопротивления из Соединенных Штатов Америки, Ваймер напомнил, если цифровые гиганты извлекают прибыль с немецкого и европейского рынка, они обязаны участвовать в его поддержке. Это будет не просто шаг в сторону финансовой справедливости, это попытка именно восстановить баланс творчества и алгоритмизации и защитить свободу слова и медиапространства в эпоху технологического преобладания. Тем временем разворачивается новая интрига. В Германии растут опасения в металлургической и автомобильной промышленности. Почти в каждом втором предприятии Совет работников ожидает возможных сокращений. Согласно опросу профсоюза IG Metall, только в 49 компаниях сотрудники уверены в сохранении своих рабочих мест. Особенно уязвимы заводы-автопроизводители, где лишь 31% Совета работников видят стабильность, и поставщики стали, там уверены в будущем только 59%. Ситуацию усугубляют рекордно высокие цены на энергию и агрессивная тарифная политика Соединенных Штатов Америки. Некоторые компании уже рассматривают перенос производства за океан в Соединенные Штаты Америки. В почти 20% предприятий уже введена неполная занятость. Это частичная схема сокращения рабочего времени, чтобы удержать сотрудников без полного закрытия позиций. IG Metall призывает предприятия искать выход через инвестиции в новые технологии, аккумуляторы, переработку, искусственный интеллект. Цитата: «Мы должны быть в будущем», заявляет глава профсоюза Кристиана Беннер, подчеркивая, что ставить все на сокращение значит проигрывать борьбу за конкурентоспособность. Если тенденция не удастся изменить, Германия может столкнуться с оттоком квалифицированных специалистов и столкнуться с волной социально-экономических последствий. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Франция и Испания выступают против смягчения запрета на двигатели внутреннего сгорания, нацеленного на 2035 год, и призывают Европу не сворачивать с курса. В совместном документе Париж и Мадрид жестко предупреждают, любые попытки ослабить правила недопустимы. Они подчеркивают, что европейская автомобильная отрасль уже инвестировала миллиарды евро в электрификацию, и сейчас нельзя допустить разворота назад.
Ключевой пункт. Обе страны настаивают на сохранении лимита до 2035 года и удержании амбиций по сокращению выбросов СО2. Исключение возможно лишь в виде суперкредитов, то есть это льготы за производство полностью электрических моделей с высоким европейским содержанием компонентов. При этом Франция и Испания отвергают свои претензии для плагин-гибридов после 2035 года. Они аргументируют это тем, что реальные выбросы таких машин могут быть в 3,5 раза выше, чем в лабораторных условиях. Эта позиция отличается от подхода, кстати, к Германии, где федеральный канцлер Фридрих Мерц уже предлагал допустить гибриды и другие типы двигателей после 2035 года. Автомобильная ассоциация Германии резко критикует французско-испанский подход. Она считает, что ограничение льготам по местному производству нарушает международные цепочки поставок и опасно изолирует отрасль. Европейская комиссия объявила, что пересмотрит нынешнее постановление уже в этом году. Париж и Мадрид намерены сделать все, чтобы сохранить строгие экологические стандарты в сердце законодательства. Это не просто о машинах, это столкновение самих стратегий. Решение, принятое сейчас, определит, останется ли Европа лидером экологической мобильности или свернет с пути в сторону компромиссов. Следующая новость добавляет огня в общую картину происходящего. Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войтке сделал громкое заявление. Он готов рассмотреть сотрудничество с партией «Альтернатива для Германии АДГ», если та очистится от экстремистских элементов и откажется от правоэкстремизма. Эта позиция вскоре получила поддержку и от союза Сары Вагенкнехт. Глава земельного отделения Сара Вагенкнехт Фредерика Бентна давно заявила, что назрела необходимость снести стену и перейти к реалистичной политике, в которой доминируют конкретные вопросы, а не идеологические барьеры. Симпатии Войтке также поддерживают и части Христианско-демократического союза. На фоне этого раскола между прагматикой и принципиальностью возникает главный вопрос. А может ли Германия вступить в новую фазу, менее такую оскаленную, ориентированную на предметы и сотрудничество без компромиссов с базовыми демократическими ценностями? И это не единственное, что сегодня взбудоражило политику. Новое потрясение в автомобильной индустрии Германии. Лидеры Mercedes-Benz и BMW вынуждены признать, стремительный переход на электромобили не оправдывает их надежд. Анализ показывает, рынок стагнирует, потребители не спешат покупать электрокары, а расходы продолжают расти. Mercedes-Benz уже свернул амбициозную программу только электрически. Глава концерна Ола Келлениус признал, что гибридные решения и даже современные двигатели внутреннего сгорания останутся актуальны еще на длительное время. BMW также изменяет курс. Президент компании Оливер Ципце открыто критикует строгие лозунги отказа от бензиновых и дизельных моторов к 2035 году. Он предупреждает, что такая стратегия превращает Европу в заложника одного типа технологий и делает отрасль слишком уязвимой. Но в этой истории есть и герой. Новый немецкий надежный игрок, который показывает, есть шанс восстановить веру в европейское автопроизводство, если пойти по пути технологической гибридности и разумных инвестиций. Время, когда электромобиль был ответом на все, кончается, теперь на первый план выходит именно сбалансированный подход, в котором роль традиционных силовых агрегатов и гибридов снова возрастает. И это не просто перебалансировка акцентов, это сигнал. Автомобильная революция требует переосмысления, а победителями станут те компании, которые смогут адаптироваться, а не упрямо гнаться за идеалом. И вот тут начинается самое интересное. Правительство Соединенных Штатов Америки вводит жесткие санкции против крупнейших российских нефтяных корпораций «Лукойл» и «Роснефть». Это первый подобный шаг в рамках второй каденции Дональда Трампа, и он призван перекроить энергетическую карту. Официальная формулировка от Министерства финансов звучит бескомпромиссно. Эти компании попадают под эмбарго за то, что финансируют военную машину Кремля. Активы «Лукойл» и «Роснефти» на американской территории и у компаний, связанных с ними, будут немедленно заморожены. Этот шаг – это четкое переформатирование внешней политики. Вместо тарифов и экономического давления Трампа выбрал самое санкционное оружие. Он уже отменил ранее запланированную встречу с Владимиром Путиным, обосновав это невозможностью достижения договоренности. Не остается в стороне и международная коалиция. Вашингтон призывает союзников из G7, а также Канаду и Австралию присоединиться к этим санкциям. Новые ограничения затронут, кстати, не только нефтяные доходы, но и финансовые институты
сотрудничающие с ценными активами этих компаний. То есть компании, которые хотя бы частично принадлежат Роснефти и Лукойл, автоматически подпадают под действие этих санкций. Это означает, что иностранные банки и бизнес-партнеры рискуют быть выведены из американского финансового пространства за продолжение сотрудничества. К сведению, Игорь Сечин остается на посту главы Роснефти, сохраняя свое влияние в связи с политическим истеблишментом. Тем временем Европейский Союз уже согласовал новый санкционный пакет, включая полный запрет на импорт сжиженного газа из России к 2027 году. Этот шаг не просто усиливает давление, он обозначает именно новый этап различий во внешнеполитических подходах. Вашингтон заявляет, финансовые потоки теперь будут под строгим контролем. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.